Привет, Арми. Лас-Вегас внезапно взорвался от восторга. Эта романтическая строчка Тэхёна из BTS заставила тысячи ARMY растаять. Неоновые огни Лас-Вегаса в ту ночь казались более живыми, чем обычно. Город, известный тем, что никогда не спит, превратился в море фиолетового цвета, когда десятки тысяч ARMY заполнили стадион Allegiant, чтобы посмотреть выступление BTS. С самого полудня территория вокруг стадиона была заполнена фанатами со всего мира. Некоторые прибыли с огромными баннерами, светящимися палочками ARMY бомб и фиолетовых нарядах, в фирменном цвете BTS и их фандома. Однако среди гламура масштабного концерта был один момент, который быстро стал темой для обсуждения во всем мире. И дело было не только в роскошной сценической постановке или энергичных выступлениях участников BTS, но и в одной простой фразе, произнесенной Ким Тэхёном, более известным как V из BTS. Эта единственная строчка заставила тысячи ARMY растаять за считанные секунды. Третий день концерта BTS в Лас-Вегасе с самого начала казался идеальным. Толпа громко ревела, когда песня за песней исполнялась с невероятной энергией. RM покорил всех своим харизматичным лидерством. Джин впечатлил своей внешностью и нежным вокалом. Шуга зажег атмосферу мощными ритмами и рэпом. Джей Хоуп заставил танцевать весь стадион. Чимин выглядел элегантно со своими завораживающими движениями, а Чингук в очередной раз доказал, почему его называют «золотым Макне». Но, как всегда, Тэхён по-своему перетянул все внимание на себя. Участник, известный своей загадочной аурой, появился в тот вечер в элегантном черном костюме, который сделал его еще более потрясающим. С того момента, как он вышел на сцену, крики ARMY стали громче всего, когда огромный стадионный экран фокусировался на его лице. Атмосфера концерта, до этого полное волнение, постепенно становилась теплее по мере того, как музыка смягчалась. Свет на стадионе погас, оставив на главной сцене лишь голубовато-фиолетовые отблески. Десятки тысяч ARMY мгновенно затихли, ожидая, что произойдет дальше. Затем Тэхён медленно подошел к краю сцены, держа в руках микрофон. Его взгляд скользнул по всему стадиону. Одной лишь его легкой улыбки было достаточно, чтобы привести фанатов в истерику. Через несколько секунд некогда шумная атмосфера внезапно стала невероятно интимной, словно внутри этого огромного стадиона существовали только Тэхён и ARMY. Затем, своим фирменным глубоким и мягким баритоном, Тэхён начал говорить на непринужденном английском, который звучал совершенно спонтанно. «Это Вегас, детка», — сказал он с легкой улыбкой. Эта простая фраза тут же вызвала оглушительные крики ARMY. Но, видимо, Тэхён еще не закончил. Он подождал, пока толпа немного успокоится, прежде чем продолжить. «Сегодня вечером я хочу сбежать и тайно пожениться с тобой. Что происходит в Вегасе, остается в Вегасе». В тот момент, когда эти слова слетели с его губ, стадион взорвался криками публики. Тысячи ARMY не могли поверить своим ушам. Многие тут же закрыли лица руками, одновременно смеясь и плача. Другие обнимали своих друзей, потому что были слишком потрясены романтическими словами Тэхёна. Довольно много фанатов признались, что их сердце на мгновение остановились. В социальных сетях даже появились видео, на которых ARMY падают на свои места, обхватив грудь руками от переполняющих их эмоций. Тэхён действительно известен как участник BTS, который часто говорит фанатам нежные слова, но в тот вечер все было иначе. То, как он произнес фразу, выражение его лица, тон голоса и романтическая атмосфера Лас-Вегаса сделали все это невероятно реальным для присутствовавших там ARMY. Вскоре видео этого момента распространились по всем социальным сетям. Твиттер, ТикТок, Инстаграм и различные фан-форумы были завалены видео, на которых Тэхён произносит слова, которые теперь считаются одним из самых знаковых моментов в истории концертов BTS. Хэштеги, связанные с Тэхёном, мгновенно стали популярными в мировых трендах всего через несколько минут после концерта. Многие фанаты признались, что пересматривали видео несколько раз, потому что до сих пор не могли поверить услышанному. Ким Тэхён точно знает, как заставить ARMY влюбляться снова и снова, написала одна фанатка в Твиттере.
«Я пришла на концерт, но ушла с разбитым сердцем из-за слов Тэхёна», прокомментировала другая фанатка. Многие ARMY также говорили, что атмосфера в тот вечер была очень эмоциональной. Это был не просто музыкальный концерт, а скорее праздник любви между BTS и их фанатами, которая длится уже более 10 лет. Международные СМИ также осветили этот момент. Несколько развлекательных порталов описали выступление Тэхёна как одно из самых романтических взаимодействий на сцене, когда-либо виденных на поп-концертах. Довольно много журналистов, которые изначально пришли просто осветить концерт BTS, в итоге ушли с готовыми историями. Как одна фраза могла привести весь стадион в истерику. Что сделало этот момент еще более особенным, так это реакция самого Тэхёна после этого. Он выглядел застенчиво довольным, опустив голову и смеясь, когда услышал все более громкие крики ARMY. Другие участники BTS тоже смеялись, наблюдая за чрезмерной реакцией толпы. В социальных сетях фанаты с энтузиазмом делились своими впечатлениями от того вечера на стадионе Allegiant. Многие говорили, что после слов Тэхёна энергия на стадионе ощущалась совершенно по-другому. Одна индонезийская ARMY, посетившая концерт, написала о своих впечатлениях в вирусном посте. Она призналась, что несколько минут не могла говорить после слов Тэхёна. «Я буквально забыла, как дышать. Все вокруг меня кричали, плакали и смеялись. Казалось, мир на мгновение остановился», — написала она. Похожие истории также поступили от фанатов из Японии, Бразилии и США. Хотя они были из разных стран, все они чувствовали то же самое в тот вечер. Тэхён сумел растопить сердце тысяч ARMY всего несколькими романтическими фразами. Многие фанаты считают, что обаяние Тэхёна заключается не только в его привлекательной внешности или уникальном голосе. В его общении с поклонниками есть что-то искреннее и теплое. Именно это всегда заставляет ARMY чувствовать себя рядом с ним. За долгие годы существования BTS Тэхён действительно известен своими особыми отношениями с фандомом. Он часто выражает свою привязанность простыми способами, от зрительного контакта и легких улыбок до спонтанных замечаний, которые фанаты не могут забыть. Тот вечер в Лас-Вегасе, кажется, доказал, насколько сильными могут быть слова в создании незабываемых воспоминаний для тысяч людей. Никто не ожидал, что одна простая фраза станет самым ярким моментом, превзошедшим даже грандиозность самого концертного шоу. Даже сейчас видео продолжает широко распространяться и было просмотрено миллионами поклонников по всему миру. Многие ARMY признаются, что до сих пор не могут забыть баритон Тэхёна, когда он сказал, что хочет сбежать и тайно пожениться с фанатами в Вегасе. Некоторые даже шутили, что после той ночи их представления о романтике полностью изменились благодаря Ким Тэхёну. С другой стороны, концерт BTS в Лас-Вегасе действительно стал одним из самых запоминающихся выступлений в карьере группы. Помимо впечатляющих выступлений и невероятной атмосферы, теплое общение между участниками и ARMY сделало концерт еще более личным и эмоциональным. Для ARMY, посетивших тот вечер, этот момент, вероятно, останется незабываемым на долгие годы. Не только потому, что они увидели BTS лично, но и потому, что стали свидетелями того, как одна спонтанная фраза Тэхёна смогла объединить десятки тысяч людей в одном и том же чувстве. И, как многие фанаты сказали после окончания концерта, возможно, то, что произошло в Лас-Вегасе той ночью, никогда не останется в Вегасе навсегда. Потому что для ARMY память о Тэхёне и его романтических словах будет жить в их сердцах очень долго. Спустя долгое время после окончания концерта отголоски той незабываемой ночи все еще оставались в сердцах присутствовавших на нем фанатов. Возле стадиона Allegiant группа ARMY все еще оживленно переговаривались, снова и снова вспоминая тот момент, словно не хотели, чтобы ночь заканчивалась. Некоторые записывали видео для социальных сетей, другие тихо сидели, выражая эмоции, все еще пребывая в шоке от всего увиденного. Для многих фанатов слова Тэхёна были не просто игривым флиртом во время концерта. Они ощущались как искренний момент единения между артистом и людьми, которые поддерживали его на протяжении многих лет. Именно поэтому атмосфера на стадионе казалась такой личной, несмотря на огромную толпу. По мере того, как участники группы продолжали концерт, энергия внутри зала становилась еще более эмоциональной.
Каждая последующая песня исполнялась публикой громче, словно A.R.M.Y хотели ответить на любовь и тепло, которые BTS показали им в тот вечер. Фиолетовые огни продолжали красиво переливаться по стадиону, создавая захватывающую сцену, которую многие фанаты позже описали как волшебную. Сам Тэхён, казалось, не мог скрыть своего веселья по поводу реакции публики. Несколько раз во время концерта он застенчиво улыбался, когда толпа выкрикивала его имя. Другие участники также игриво подшучивали над ним, вызывая взрывы смеха на стадионе. Даже вернувшись домой, многие фанаты признались, что не могли перестать думать об этом моменте. Социальные сети еще несколько дней после концерта были переполнены видеороликами, видео с реакциями и эмоциональными постами. Некоторые фанаты даже назвали этот опыт одним из самых счастливых воспоминаний в своей жизни. Для BTS и A.R.M.Y Лас-Вегас стал чем-то большим, чем просто очередной концертной остановкой. Это была ночь, наполненная незабываемыми эмоциями, трогательными воспоминаниями и простой фразой, которая сумела тронуть сердце миллионов людей по всему миру. По мере того, как ночь клонилась к вечеру, атмосфера внутри стадиона становилась все более напряженной. Атмосфера на стадионе стала еще более эмоциональной. Участники BTS стояли вместе на главной сцене, глядя на бескрайнее море ярко сияющих фиолетовых огней. На мгновение показалось, что время остановилось. A.R.M.Y продолжали подпевать каждой песне с непревзойденной страстью. Их голоса эхом разносились по стадиону, сливаясь с музыкой и создавая момент, который был глубоко личным для каждого присутствующего. Многие фанаты, переполненные эмоциями, вытирали слезы и одновременно улыбались. Тэхён время от времени поглядывал на толпу с мягким выражением лица, явно тронутый окружающей его безграничной любовью. Каждый его маленький жест, будь то улыбка, приветственный взмах рукой или простой зрительный контакт с публикой, мгновенно вызывал громкие крики фанатов по всему стадиону. Связь между BTS и A.R.M.Y в тот вечер казалась сильнее, чем когда-либо. Речь шла уже не только о музыке или выступлениях. Речь шла о воспоминаниях, которые они создали вместе за эти годы, о доверии между артистами и фанатами и о том комфорте, который они нашли друг в друге, несмотря на то, что были из разных стран и имели разное происхождение. Когда зазвучали финальные песни, эмоции на стадионе Allegiant достигли своего пика. Участники неоднократно благодарили A.R.M.Y за постоянную поддержку и за то, что они были рядом на протяжении всего их пути. Их искренние слова заставили многих фанатов плакать еще сильнее, понимая, что незабываемая ночь медленно подходит к концу. Когда концерт наконец закончился, стадион еще долго оставался наполненным ликованием и аплодисментами после того, как BTS покинули сцену. Казалось, никто не готов был прощаться. Фанаты продолжали размахивать своими фиолетовыми светящимися палочками, скандируя имена участников, надеясь продлить этот момент еще немного. Для тех, кто присутствовал на концерте, воспоминания об этой ночи останутся с ними навсегда. Спустя годы многие все еще помнят, что именно они чувствовали, когда Тэхён мягко улыбнулся и произнес эти незабываемые слова в Лас-Вегасе. Одна спонтанная фраза сумела создать один из самых знаковых и эмоциональных моментов в истории концертов BTS.